Итак, друзья, я напоминаю, я подавал себя в списке для вакцинации вместе с вьетнамцами, здесь бесплатной. Сегодня судный день настал, нам объявили, что сегодня мы будем вакцинироваться в 2 часа дня. Вчера нам дали бумажки для заполнения личной информации по поводу личных данных, паспортных данных, подтверждения личности и отметить определенные, есть ли проблемы со здоровьем и тому подобное. Я сейчас буду сидеть разбираться, потому что там написано на вьетнамском и на английском для пояснения, поэтому нормалек. Я к этому вопросу, конечно, подготовился, я заранее изучил. Я думал долго, не сомневался, но думал, блогеров я не смотрел никаких, потому что эта информация недостоверная. Я не знаю этих людей, я не знаю, кто-то покупал их, не покупал их, ни врачи компетентны в этом вопросе или нет, поэтому я изучал материалы ВОЗ, с сайта ВОЗ, Всемирной организации здоровья, и с сайтов производителей вакцин, и пару других сайтов. Изучал информацию, как это работает, на что влияет, и весь механизм, собственно, как это работает. Судя по информации, которую я изучил с официальных источников, никакого изменения ДНК не происходит. Я дальше в видео объясню, судя по тому, что я изучил, как вакцина работает. Сейчас пойду разбираться с бумажками, все заполню, пойду сдам. Судя по тому, что вы смотрите это видео, значит, я уже провакцинировался, сел его, отредактировал, и значит, что я жив. Это хорошо. Ну а теперь погнали разбираться с бумажками. Итак, у нас лист номер 1, просто имя, адрес, где проводится вакцинация, когда штамп, потом общее сведения о том, что нужно взять с собой, что нужно иметь вот этот лист заполненный, нужно иметь паспорт, нужно сделать медицинскую декларацию на сайте. Второй лист. Это у нас сведения про вакцину, то есть пишется, какие побочные эффекты могут быть. И, собственно, соглашение с этими побочными эффектами нужно подписать. И третий лист – это данные о самом, назовем это, пациенте. Имя, фамилия, все данные, где проживает, бла-бла-бла, телефон. Здесь у нас информация о беременности, болезнях. Здесь я еще не разобрался, не знаю, что непонятное. Подписываем и едем. В общем, приехал на место, пришлось полгорода обколесить, чтобы сюда в 5 минутах езды от себя добраться. Из-за того, что заблокировано полгорода, пришлось полгорода обколесить. Как обычно, такие мероприятия вьетнамцы проводят на стадионах всяких, в школах, стадионах. Встретил здесь уже своих соседей. Бумажки все при себе. Идем вакцинироваться. У меня, кстати, уже пол-отеля провакцинировались. Все этажи, осталось только 3 комнаты, и мы сегодня как раз последние 3 комнаты вакцинируемся. Все остальные вакцинировались той же вакциной AstraZeneca. Там только в первый день у ребят было недомогание какое-то, как при болезни, а потом все окей, поэтому я думаю, что у меня все будет окей тоже. Как я говорил, собрали нас в актовом зале по старинке, как в школе. Колят, походу, на сцене. Okay, so already finished. Все очень быстро произошло. Я пока что жив, все нормально. Нет, все нормально, это я гоню. Почему-то домой не отпускают, ждут еще какую-то процедуру, не знаю. Сейчас увидим. Все сидят. Кто сделал, все сидят. Может, хотят посмотреть, сколько человек останется живых после первого получаса. Много телевидения очень. Всех интервьюируют. Еще мне штамп поставили. Я так понимаю, вот это и есть мой паспорт вакцинации. Теперь можно ехать на Бали. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас первое утро после вакцинации.
всю ночь, ну практически всю ночь не спал. Вчера вечером отрубился, в часов 7 вечера отрубился, в 2 часа ночи, как последние недели 2 проснулся, сел заниматься своими делами, работать, видео монтировать, все дела. В общем, как я себя чувствую? Чувствую я себя вполне нормально. Вчера была немножко слабость такая, ну сегодня она, собственно, и осталась. Небольшая слабость, как будто начал заболевать. Вот. Какой-то ломки пока что, головной боли, чего-то там серьезного, не знаю, пока нету. У меня пару дней назад друг еще вакцинировался, Дэвид, который из Гавайев. И он говорит, что в первый день ничего, по нулям, вот, а на второй день начало догонять. Началась слабость, ломота, все дела. Ну, посмотрим сегодня. Думал сегодня еще утром в бадминтон поиграть, но человек будет стартовать слишком поздно. Я решил так, не бегать сегодня, не делать зарядки, просто пройтись. Сколько уже сделал? Километров 8. Наверное, сегодня наверстаю. Налегке встретить рассвет. Рассвет сегодня потрясающий. Вообще это время, осень. Здесь шикарные... Ой, да, осень. Я уже забыл, какое время года сейчас. Осенью здесь шикарные рассветы. Вот весной все в дымке, ничего не видно. Осенью из-за того, что сезон дождей, обычно после обеда идет дождь, ночью идет дождь, и на утро остается очень много облаков везде вокруг, таких больших, пушистых, классных. Из-за этого рассвет получается просто ля-ля. Уф, выходишь, смотришь, и хочешь сказать только уф, какой рассвет. Ну так. В общем, пока все нормально, жизнь продолжается. Кстати, из новостей сегодня узнал, что с 1 октября, так как уже очень большое количество провакцинировали, с 1 октября полностью откроют пляж. Можно будет посещать целый день, не только с 5 до 7 утра. Возможно, можно будет и купаться, я еще точно по поводу этого не знаю. Но блокпосты в городе уже убирают. Снимая блокпосты, сейчас можно будет скоро полноценно передвигаться по городу. Это плюс, я смогу наконец-то поехать в ресторан. Итак, друзья, как происходит построение белка в наших клетках? Вот у нас человеческая клетка, допустим. Это у нас ядро. Это у нас мембрана. Ядро, где непосредственно у нас ДНК. Вот так вот. Здесь разные органеллы и рибосомы. Ну, допустим, такие у нас рибосомы. Прям произведение искусства рисую. И у меня в школе по рисованию 5 была. Я думаю, это видно. Итак, как происходит построение белка? У нас в ДНК, в ядре, есть информация о том, какая структура белка нам нужна. Белки синтезируют рибосомы, они передают информацию в белковые цепочки. Откуда они получают информацию? Значит, информация о нужном белке, который нужно произвести, берется из ДНК, например, отсюда, помещается в МРНК. МРНК – это матричная рибонуклеиновая кислота. Эта кислота идет в цитоплазму, гуляет, попадает в рибосому. Рибосома считывает информацию о структуре белка, которую нужно построить, и производит этот белок. Пускает информацию в белковые цепочки, производится белок, и он потом покидает клетку. После синтеза, после производства этого белка, эта МРНК, которая попала из ядра в рибосому, уничтожается. Каким образом работает вакцина на базе МРНК? У нас есть такая структура белка у вируса короны. Называется он короной, потому что структура белка напоминает корону. Такие у него шипы есть. Для того, чтобы с ним бороться, телу нужны антитела.
нашему организму нужны антитела, которые будут блокировать этот белок и выбрасывать его из организма. Значит, вакцина представляет собой синтетические МРНК, которые попадают в кровь и, соответственно, в клетку. Они идут сразу, то есть они попадают в клетку, и эти МРНК синтетические сразу идут в рибосомы, они не идут в ядро, то есть они отношения к ДНК внутри ядра никакого не имеют. Они идут в рибосомы. В этих МРНК синтетических из вакцины содержится информация о том, как построить вот такой белок, но оно строит только оболочку такого белка, то есть точно такую же самую по виду. В этом белке не содержится никакого вируса. То есть это просто пустышка для того, чтобы научить организм блокировать эти белки. Что происходит? По плану производства рибосомы производят вот этот вот белок. Они пускают информацию в белковые цепочки, производится вот такой белок, он покидает клетку. Этот белок попадает из рибосомов наружу, и тело замечает, что этот белок не эндогенный, то есть он чужеродный, он не наш. Вот. И он начинает с ним борьбу, то есть он ищет способы, как его ликвидировать, и вырабатывает антитела, которые блокируют этот белок. Такие антитела. После того, как производится этот белок чужеродный, эти синтетические МРНК также само уничтожаются и выводятся. Вот. Поэтому отсюда я сделал вывод, собственно, это показывает то, что вакцина никоим образом к ядру не относится и не меняет структуру ДНК. Вакцина – это тренировочный день, скажем так, для нашего организма, для того, чтобы научиться вырабатывать путем тренировки, научиться вырабатывать такие антитела, для того, чтобы блокировать белки вируса. Вот такая схема. Итак, друзья, сегодня третий день у меня после вакцинации. Вчера, как я уже говорил, когда я рассвет на море встречал, я встал в 2 часа ночи, всю ночь работал, потом пошел на рассвет, прошелся там километров 6-8 где-то, погулял. Чувствовал себя вчера целый день такой немножко уставший, была слабость, ничего критического не было. Я разговаривал с хостес у меня в отеле, она сказала, что у нее в первый день после вакцинации, в смысле ее провакцинировали, и на следующий день она не чувствовала ниже пояса вообще свои ноги, вообще не чувствовала, то есть тупо целый день пролежала. Вот. У меня было не так, у меня была просто слабость. Я встал в 2 ночи, работал весь день и лег спать где-то то ли в 7, то ли в 9 вечера. Я заснул, потом опять встал в 2 ночи, чуть посидел, по-моему, фильм посмотрел, заснул и так сладко выспался до 9 утра, наверное. Короче, как хорек, именно как хорек. Каких-то побочных эффектов нету, чувствую себя хорошо. Сегодня третий день, я в ударе, работаю. Рассвет сегодня не ходил встречать, потому что спал. Вот. Поэтому все окей у меня. Посмотрел заодно еще в интернете эту вакцину AstraZeneca, которую я вакцинировался, используют в 176 странах мира. Поэтому после этой информации чувствую себя еще немного более спокойно. Насколько она мне поможет, увидим в будущем. Этого я пока что сказать не могу. У меня есть знакомый Брайан, которого я уже снимал в своих видео. Он провакцинировался Джонсон Джонсон в Мексике, в Штатах. Поехал в Мексику и в Мексике заразился короной. Но, насколько я знаю, Джонсон Джонсон, там только одна вакцина, точнее один укол, и он против дельты не помогает. Вот. Насколько мне AstraZeneca поможет, увидим. У меня еще впереди второй укол где-то через месяц-3, я думаю, где-то через недель 6. Вот так вот. Но какая мысль моего видео и зачем я его делал? Я его делал не для того, чтобы кого-то побудить вакцинироваться или кого-то отказаться вакцинироваться. Я лишь первое принял решение, хотел показать, какое решение я принял и какие последствия от этого я получил. Результаты, не последствия, результаты. Второе.
к чему я вел и зачем я делал это видео. Сейчас в мире идет, как и раньше, информационная война со всех сторон. Это касается не только вакцинирования, это касается отношений между странами, отношений между Россией и Украиной, нагнетения каких-то отношений. В любом случае, вся информация, которая преподносится по телевидению, у блогеров, в Ютубе, везде, эта информация кому-то нужна. И наше дело с вами, когда мы слышим какую-то информацию, понимать, что она кому-то нужна, и оценивать ее трезво. Эта информация вот от блогеров, например, я не смотрел блогеров, потому что я не знаю, кто этот человек, я не знаю, его кто-то проплатил, не проплатил. Так же само, как и вы не знаете. Кто-то больше у меня уже дольше знает, кто-то меня вообще не знает, сейчас первый раз в жизни смотрит. И чего вам вообще мне доверять? Кто я такой для вас? Да даже если вы меня знаете, откуда вы знаете? Можно ли мне доверять? Может, мне кто-то денег заплатил, может, мне вьетнамцы денег заплатили. Может, никто не платил. Вот. Насколько я компетентен в своем выборе. Ну, в общем, вы меня не знаете, и тех блогеров тоже не знаете. Поэтому эту информацию брать за чистую монету нельзя. Всегда просто имейте это в виду, понимайте, что все кому-то выгодно, оценивайте трезво, ищите информацию на официальных сайтах, неофициальных, взвешивайте эти решения. Вот, например, я слышал, опять же, это только мое мнение, слышал одну из легенд, почему люди не хотят делать вакцинацию, потому что есть легенда, ну, не легенда, скажем, гипотеза. Есть гипотеза, что таким образом ведется отсеивание, то есть контроль популяции населения и сокращение населения, отсеивание. Но тут какие у меня мысли сразу появляются? Окей, если это контроль популяции населения, это кому-то выгодно. Кто это делает? Это делает государство. Ну, еще людей пугает, что это бесплатно. И поэтому это плюс в копилку того, что это какие-то замыслы государства. Мои размышления по этому поводу. Это должно быть кому-то выгодно. Это делает государство, значит, теоретически это выгодно государству. Чем это выгодно государству? Чем такое отсеивание может быть выгодно государству? Сократить численность населения не полезного для государства. Кто у нас, грубо говоря, не очень полезен для государства? Это те, кто сидят на пособиях, на пенсиях, чтобы сократить затраты бюджета. Но кто делает у нас вакцину? Вакцину делает обязательно, если все остальные, все население добровольно, обязательно у нас делают вакцину те, кто работает с людьми, в отраслях с людьми. Это медперсонал, я знаю, точно должны делать, преподаватели, учителя точно должны делать. То есть медперсонал, преподаватели – это те, на ком держится наше общество, это образованные люди, те, кто следит за здоровьем нашего общества, те, кто следит за образованием нашего общества и детей. Смысл контролировать популяцию и уничтожать людей, которые следят за развитием этого общества, я не вижу для себя. То есть, насколько это логично, как по мне, это нелогично. Сфера общепита, развлечений тоже. Она приносит деньги, бизнесы растут. Так же само банковские сотрудники. Вот. Я думаю, что и спортсмены, я не уверен, я не узнавал насчет спортсменов, но сейчас идет в мире такая тенденция, что, например, в Англии, в Шотландии, в Европе на большинство мероприятий, на спортивные стадионы, в места большого скопления людей можно будет попасть только с паспортом о вакцинации. То есть все люди, которые заняты в сфере культурного образования, спортивная элита общества, теоретически они все будут тоже вакцинированы. То есть это уничтожение всего спортивного, здорового, образовательного и медицинского слоя населения. Но теоретически это нелогично.
Контролировать как-то это тоже нельзя. То есть это дело добровольное, и таким образом нельзя сегментировать людей, какой генофонд кто-то хочет почистить. Дальше. Теоретически государству или кому бы то ни было выгодно очистить слой населения, который не поддается влиянию, не поддается, который сложно контролировать. Вот. Но, опять же, люди, которые делают вакцинацию, это люди, которые откликнулись на просьбы и требования государства. А те, которые не делают вакцинацию, теоретически, это люди, которые, ну, допустим, пошли против системы. Опять же, то есть, если те, кто сделал вакцинацию, все откинут ласты, останутся только те, которые не делали вакцинацию, то бишь люди, которыми сложно манипулировать, невозможно манипулировать. И тут вопрос, а зачем оставлять в живых государству людей, которыми сложно манипулировать? Тоже нелогично. Поэтому я вернусь к прежней своей идее. Это, опять же, все я говорил не для того, чтобы кого-то убедить, переубедить. Это чисто мои мысли. Кто-то может присоединиться, кто-то не присоединиться. Я не всезнающее око. У кого-то могут быть свои источники, своя информация, более достоверная, которой я не обладаю, или что угодно. Я лишь, друзья, призываю не поддаваться панике, размышлять здраво, анализировать, думать, кому что выгодно, вот, и принимать решения взвешенно. Поменьше слушать всяких слухов, поменьше читать сообщений, ну, по крайней мере, сообщений в рассылках в Вайбере, там, в Телеграме. Поэтому просто анализируйте, во что верить, во что стоит верить, во что не стоит верить. Вот. И делайте свою жизнь лучше. Еще добавлю, друзья, ранее в комментариях у себя видел такую некую агрессию между людьми, кто делал вакцинацию, кто не делал вакцинацию. Тоже по поводу этого хочу сказать. Ну, друзья, мне кажется, что нет смысла агрессии, потому что это всего лишь человеческий выбор, и каждый делает выбор, беря на себя ответственность за свою жизнь. И то, что человек сделал вакцину или он не сделал вакцину, абсолютно не влияет на то, какой он человек. Допустим, если вы против вакцины, но какой-то человек помог донести вашей маме в возрасте сумки с базара, и он вакцинирован, я думаю, что это не делает его плохим человеком. То есть я думаю, что стоит относиться уважительно к выбору каждого. Вот. Потому что этот выбор относится только к их собственному здоровью. Поэтому уважайте окружающих, потому что никто не знает, кто завтра может прийти вам на помощь. Может, ваш заядлый враг завтра окажет вам одну из самых больших услуг. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, жмакайте лайк, пишите в комментариях свои мнения, свой опыт. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше видео о путешествиях или просто посмотреть на мое здоровье и как мой организм примет вакцину. Вот. Желаю вам хорошего вечера, берегите себя и берегите ближних.